Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из многочисленных видов тирольских орехово-абрикосовых тортов. Буду готовить миндально-абрикосовый торт с курагой, так как не по сезону еще свежие абрикосы. Традиционно в этом регионе очень много выпечки делается именно с миндальным орехом и с фундуком, а также, конечно же, с абрикосами во всех их разновидностях, потому что в этом регионе произрастает очень много абрикосов, и, конечно же, они используются традиционно во всех видах выпечки. Я же буду готовить сегодня с курагой, потому что сезон свежих абрикосов еще не начался. Этот тортик прекрасно подойдет для украшения пасхального стола. Готовится он буквально за 1 час из самых простых и доступных продуктов. Покажу, как приготовить нежнейший ореховый корж. И готовить будем без сливок, без желатина. Итак, сначала приготовим заварную основу для крема. 350 мл молока довожу до кипения. 150 грамм сахара. Пакетик пудинговой сухой смеси 37 грамм у меня. Он уже ванильный пудинг. Добавлять здесь ванилин я не буду. Если же у вас нет ванильного пудинга, ничего страшного. Вы можете взять примерно 40 грамм крахмала кукурузного и добавить ванильный ароматизатор по вкусу. 150 миллилитров холодного молока. Добавляю туда всю сухую смесь. Перемешиваю, чтобы не было комочков. 3 желтка здесь у меня. Вы же можете смело взять одно яйцо среднего размера. Желтки я беру здесь намеренно, чтобы был более такой насыщенный, красивый цвет у крема. Вы же просто берите яйцо, если у вас нет желтков. У меня обычно много желтков остается от приготовления белкового заварного крема, поэтому у меня они всегда есть в наличии. В закипающее молоко тонкой струйкой постепенно я ввожу всю желтковую смесь, довожу при непрерывном помешивании на умеренном огне, естественно, в кастрюле или в ковшике, здесь как у меня, с толстым дном, до кипения всю эту смесь. Когда только пошли первые пузыри, примерно 30 секунд я еще провариваю и снимаю всю эту смесь с огня. Переливаю в ту емкость, где эта смесь у меня будет остывать сейчас до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. И накрываю всю эту смесь, конечно же, пищевой пленкой в контакт, чтобы она у меня не заветривалась. Сейчас приготовим корж. Готовится он очень просто, из самых простых продуктов. 180 грамм муки, 75 грамм молотого миндаля и 6 грамм разрыхлителя. Это ни в коем случае не миндальная мука, это миндаль грубого помола. Если у вас нет миндаля или вы его не любите, вы можете смело использовать фундук и грецкие орехи. 3 яйца среднего размера, 1 щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто сейчас взбиваю до состояния пены. Корж готовится очень быстро и очень просто. По этой рецептуре получается вкуснейший корж. 120 грамм сахара ввожу постепенно и буду взбивать всю эту смесь примерно около 3 минут. Дольше взбивать здесь не имеет смысла. То есть весь этот тортик вместе со сборкой можно приготовить, как я уже сказала, буквально за 1 час из самых простых и доступных продуктов. Орехи, если у вас нет миндаля, всегда можно заменить на грецкий орех. 120 грамм растопленного сливочного масла. Ни в коем случае оно не должно быть горячим. 150 мл пахты я добавляю. Это кисломолочный продукт, остающийся от приготовления сливочного масла. Можете смело взять здесь кефир либо йогурт. Всю сухую смесь туда вмешиваю. Пахта будет идеально. Бутермильх я беру, кто в Германии живет, чтобы вам сориентироваться. Все просто перемешала, ни в коем случае ничего не взбивая. Традиционно всегда в ореховую выпечку и в немецкую, и в австрийскую, конечно же, добавляется сливочное масло. Заменять здесь на растительное я бы не советовала. Корж будет вкусный очень и очень нежный, буквально тающий во рту. Форма у меня здесь для выпечки 28 на 18 сантиметров. Вы же можете брать круглую форму 24 сантиметра в диаметре. При температуре 175 градусов Цельсия выпекать буду 30 минут в заранее разогретой духовке на среднем уровне, без конвекции.
корж испекся. Корж получается превосходным, очень ароматным, очень-очень нежным. Даю ему полностью остыть. Сейчас остывает он очень быстро. И пока нарежу абрикосы. У меня здесь абрикосы для перекусов. Я их сейчас заливаю кипятком. Сразу же сливаю эту жидкость, чтобы удалить с них какую-то, может быть, грязь, пыль. И сразу же начинаю их нарезать. Вы же можете брать консервированные персики, консервированные абрикосы, либо же свежие персики и абрикосы. Все на ваше усмотрение. Но традиционно делается с абрикосами, либо же с курагой. То есть самая простая и доступная, в принципе, выпечка. И идеально подойдет как украшение любого пасхального стола. 200 грамм кураги я здесь нарезала. 250 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 2-3 минуты до побеления и до пышности. И сейчас по 2 столовые ложки я добавляю туда, к маслу, остывшую до комнатной температуры заварную основу. Ни в коем случае заварная основа здесь не должна быть холодной, иначе крем будет расслаиваться. Масло и крем должны быть температуры не менее 25 градусов Цельсия. И масло здесь нужно хорошо взбить перед тем, как мы вводим заварную основу. Крем получается таким красивым, благодаря тому, что делала я его на желтках. Очень нежный и необыкновенно вкусный. Извлекаю сейчас корж из формы. Конечно же, духовку во время выпекания мы не открывали. Вы можете также разрезать этот корж на 2 более тонких коржа. Пропитывать здесь я не пропитываю его. Если вы любите очень мокрые, такие влажные коржи, вы можете его пропитать молоком. Если вы будете в круглой форме делать, вы также можете этот тортик сделать не открытым, как вот здесь я показываю, а закрытым тортом, таким более классическим. Сейчас 2/3 крема я выкладываю на корж. Крем очень ароматный, очень вкусный, получается нежнейший просто. 1/3 крема нам сейчас понадобится для украшения. Как вы видите, мы не используем в приготовлении этого торта абсолютно никаких сливок, дорогостоящих сыров. Сразу же сейчас снимаю форму с него, чтобы мне сразу же отсаживать украшение. Как я уже и сказала, вы можете его собирать в традиционно круглой форме и накрыть сверху просто еще одним коржом, если вы разрежете нижний корж на 2 более тонких коржа. Насадка кондитерская здесь у меня 2D. Также вы можете брать здесь любую кондитерскую насадку, которая у вас есть, звездочка крупная. 1М также подойдет. Все на ваше усмотрение. Делаю традиционные такие бортики в классическом стиле для таких открытых тортиков. Их также можно превосходно нарезать на порционные пирожные. Выкладываю всю курагу и примерно на 1 час убираю сейчас в холодильник. Конечно, если вы не любите вот такой заварной крем, вы можете взять любой сливочный крем, с маскарпоне сливочный крем, он также превосходно подойдет к этому торту. Натираю примерно 20 грамм белого шоколада. Вы можете этого не делать, если вы не любите белый шоколад. Можете кокосовой стружкой его посыпать. Все на ваше усмотрение, можете вообще ничем не посыпать. Но с белым шоколадом изумительно утонченный вкус. Курага с белым шоколадом очень хорошо сочетается. Как я уже сказала, вы можете брать консервированные персики, абрикосы, либо же свежие, если вы их найдете в данное время года, и они уже будут очень такие спелые и очень сладкие. Нарезается превосходно. На час достаточно его убрать в холодильник, он уже стабилизируется, этот крем. Торт большой получается, минимум на 15 порций его можно разрезать, очень насыщенный во вкусе, нежнейший ореховый корж, благодаря этой рецептуре. Также нежнейший заварной крем дополняет очень вкус этого коржа. На видео здесь видно, насколько нежный этот тортик, как он надламывается вилкой, даже без пропитки. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.